Так, ребят, всем привет. Сегодня мы с Аргонавтом учимся играть на дэшнике. Ну, я, вернее, учусь играть на дэшнике. Я тоже буду учиться играть на дэшнике. Аргонавт учит. Если что, у меня есть браслет. Во, опасный. Так. У тебя кнопочка, смотри. Включаешь мод, это бьешь, Игорь. Если прям буду факапить. Я могу не бить? Нет, если я хочу, чтобы меня били. Хороший ученик попался. На ком лучше всего сыграть? Чтобы апаться. Чтобы... На лоу рейтинге. На лоу рейтинге. Да я думаю, не особо важно. Главное выбрать своего чемпиона, попробовать. Ну, есть же какие-то овербафанные сейчас чемпионы. И вообще Овер. в целом в мете. В мете. Но мне кажется, Кайса будет хорошо. То есть Кайсу пробовать. Севера сложная. Можем в Конфире попробовать? Я на Фелисе сыграл недавно 20 игр. Можем сыграть на Афине. Не. С новым билдом через Ну, коллектор. Кайсаж проще. Через коллектор? Хочешь попробовать? Через Что, интересно? Леталити. Ну, типа, относительно обычный билд, но Кракен, коллектор, потом и я. Ну, прям ваншотает или что? Ну, должен. С мы нашли игру первую за 5 секунд. Мне Ага. пришлось ее денаить. Ага. Вторую игру за 15 секунд. Ну, Лесники. джангл он такой. Все хотят играть в лесу. Джангл он такой. Не, ну лесник интересная роль. Ну, это, по сути, уникальная роль. В этом плане. То есть лесник и саппорт — это две именно уникальные роли в игре. У них... Опа! Да, Слушай, принять у них. У них самый уникальный геймплей. У саппорта, у нужных можно больше двигаться по карте. Правильно двигаться по карте еще. А леснику при этом нужно еще и быть в темпе по золоту. Я думаю, что лес, наверное, одна из самых сложных ролей. Так, как блокировать? Шага. Понял тебя. Какие-то флешбеки. Баланс чамп, особенно с Hell of Blades. Я думаю, тебе здесь никто помогать не будет играть. Так, ну у нас last pick support. Я думаю, что там То есть мы не будем знать. не воспользуется ластпиком молодой человек. То есть мы не будем знать, на чем у нас саппорт играет. Придется пикать самим. Blind. Ну, Калисту хороша Аша какая-нибудь. Аша простенькая. Можем попробовать нашу. Ну, а сейчас все-таки хайлайты не поделаешь. Не Может, пойму. Кайс все-таки или Офелия? Ну, го Офелия тройнем. Уверен. Да, уверен, давай. Окей. Окей. Так, Завоеватель, Оверхилл, Угу. Bloodline и Катдаун. Катдаун, это не то. Когда Катдаун больше. это вот это, да. А ты уверен, что у них там по хп не особо много? Ну вот смотри, давай, как часто ты собираешь хп? Только надо быстренько это. Красную. Ага. Да, дела? вкус крови, да, вкус крови. Да, там все отлично. Как часто ты собираешь на дэшниках хп? Ну там-то вообще почти никакого хп не будет, кроме... Смотри, Виега Хотя, будет собирать да. хп, Фидл будет скорее. Ну, есть, не знаю, условно, Морелла Бренд тоже может собирать Слушай, хп. звучит разумно. А дэшник никогда не собирает хп, кроме Зрила. Зрил — это единственный дэшник, который, наверное, собирает, ну, идет через куб де гра. Через эту первую левенькую. Понял. Так, смотри, сейчас мы поймем, кто против нас. Потому что там и Зрил, и Калиста. Калиста Фидл. Я назвал это нестандартным матчапом. По-моему, Фидл на боте нормально не играется, нет? Ну, я не знаю, как это работает. Но он очень сильный в лесу. Да. На боте он будет работать так, что он будет кидать в тебя фир. Вот раньше был сильный Фидл на боте, когда он Ну, он спускал ворона. полкал, да. Он Я очень- обожал на нем играть, я на нем D1 апал. Понятно, да. Окей. Ну смотри, твоя самая главная задача на этой линии — это когда у тебя есть снайперка, пытаться бить Калисту либо Фидлстикса, но так, чтобы они не могли ударить по тебе в ответ. А вот смотри, я сегодня, когда играл на Фелии, Угу. я пытался сейвить гравитум. В этом есть смысл или вообще не париться за него? Мне кажется, нет. Зависит от твоей команды. Вот в твоей команде, мне кажется, тебе нужна будет эта рут-пушка Гравитум, потому что у тебя не особо много контроля. Ну, нет такой прям суперсильной инициации. Ну, плюс я могу вот сюда хорошо гравитум, да, выдать? Ну, Продолжим Гравитум, ТЦ. ну, смотри, Гравитум работает как основная инициация. То есть ты первый инициируешь с помощью рут-пушки. Понял. Ей нет смысла, ну, как бы Вот для Тарити помогать. что закупать? Дорн? Да, Доран просто и... Ага, и вот эта штучка. Но она же тебе все равно выдастся. И качаю Смотри, атаку. ты качаешь АД и леталити. Ну, то есть QE. Угу. Без вешки. Каждый раз, когда можешь качать кушку, качаешь кушку. Когда не можешь качать кушку, качаешь Понял ешку. тебя.
Смотри, каждый раз, когда грузишься, думаешь о том, ну, на линии, что ты хочешь делать на линии, что враги хотят делать на линии, и как тебе этого избежать. Ты не хочешь трейдиться с Калистой, когда у нее есть Halo Blades, то есть когда ты видишь вокруг нее под ней марку, что она есть, ты к ней не подходишь, ну, то есть ты дашь ей по ней одну автоатаку, она даст по тебе 3, еще и взорвет это. То есть для тебя это невыгодно. И стараешься доджить паук фидла с этой съешки. А под люксу что делать? Под люксу будь готов зафлоуить, когда она попадает кушкой. Ну, чисто, скорее всего, вот этим вот умением. Ну да, обычно Ага. умением, да. Какие твои пушки любимые? Комбинация. Комбинация, но все зависит от игры. Как Ну, бы, по-любому есть любимые. Вот когда ты прям Прям кайфуешь прям. от того, что вот эти две выпали, и еще ситуация идеальная. ну, синяя, красная, наверное, самые кайфовые, потому что синяя самый сильный файт, а красная помогает тебе выживать. Всегда слупуш. Слопушить это когда ты добиваешь дальников, да? Слупуш — это когда ты добиваешь в самый последний А, ну момент. просто восхитишь. Ну, можешь ударить именно с милишника. Ударить, понял. Все, Чтобы легче было, да? И получается, ты так получил прая за счет того, что ну, тебе меньше нужно бить вейв, чтобы его запушить. Добивать на какой пушке? На этой лучше? Сейчас, ну, трейд пока красную. Ты потом, когда тебе будет фиолетовая, ты сможешь кинуть снайперкой умение. Если попадешь, то ты дашь рут, и люкса может попробовать залындить кошку. Бей, Калисту, не волнуйся, бей просто. Хил. Бей. Она без слыша, можешь прям по ней доиграть. Окей. Вот. Хороший трейд для вас, потому что у тебя есть красная пушка, есть какой-то сустейн. На втором уровне сразу подключать ее? Кого? Красную пушку. Ты имеешь в виду юзать обилку? Ну да. Или нет смысла? Я думаю, нет смысла пока. Смотри, Ну, вот когда добиваешь крипа, юзаешь красную пушку. И как только добил крипа, сразу переключаешься на снайперку. Вот сейчас держи снайперку. Понял. Вот сейчас добьешь Щас, да, ренжа, добьешь тележку, переключаешься на снайперку и начинаешь давить. Пока лезть у нее не слышу. Найс. Сейчас главное нужно запушить и... А у меня сейчас будет пушка, по-моему, эта, которая пушит. А, нет. Не, она четвертая. Да, у меня сейчас будет этот сюрикены, по-моему. Не, сейчас играют он как раз. Сейчас будет рут пушка. А, Мы пушим и домой. Хотя, найс, хорошо. Ну, все, Бороду молодец. проводит. Не трогай пачку трогай? и просто рисуй, да. Смотри, сейчас они будут бить. а есть смысл Не, баф просто- поставить? Да, у тебя будет 2. Ты сейчас крипы ближе к их стороне, поэтому пачка будет пушиться в твою сторону. У них нету самонеров, так что вы сможете попробовать. Я люблю покупать сразу на голеньке берсерка и поточку. Да-да. Да. Потому что Фелиос, он как бы получает АД просто так, за левела. И мы будем скипать атак спид в прокачке. В основном стреляй синий и пытайся билкой попасть по Калисте. Ага, понял. Ну, чтобы попасть по ней. Вот. Просто убегай, она умрет. Окей. Я думал, у меня уже откатится кушка. Не откатилась. Не спеши с обилками, потому что ты потратил фидлстикс, ты кинул синюю кушку Да. и бывал, по сути, по нему одному. Ты мог дать просто одну автоатаку с фиолетовой, А, ну да, кстати, ты прав. а билки нужно юзать, ну, по сути, с умом. Сейчас ты не хочешь пока распушивать пачку, немножко ее разбавить, чтобы ты мог ее контролировать, да. Можешь немножко пострелять с синих по рейнджам. Когда хочешь фризить, ты оставляешь милишников. Так, но эта пачка дойдет, не пытайся ее фризить. Точно? Да, она очень большая, ты не можешь ее контролировать. Ты хочешь пушить только в одном случае, когда тебе нужно зашавить вейв, чтобы либо ресетнуть, либо на дайв отойти. Вот сейчас люкса у тебя подходит, ты можешь смотреть моменты, когда ты можешь дать какую-то автоатаку по Калисте, чтобы ее зарутить, и люкса туда даст Понял. свою пушку. Смотри, у Калисты она достаточно неприятный чемпион в том плане, что у нее очень две сильные Стоит с ней стороны. подойти, когда Грейвис здесь? Да. Идем. Хил нажимай. По фидлу или по Калисте, пока мы достанешь найс. Найс. Хорошо, аккуратно. Ну, ничего страшного, она потеряет вейв. Она Я сейчас думал, она запушит. может меня взорвать, но она меня и так взорвала. Ну да. Пушить Лучше, нет? Да, пуш. А билку? Лучше обилку нажать, да, потому что она тратит 10 патронов,
Даже если 10, ну, меньше 10, она все равно юзнет белку. Вообще мы можем купить зазубренный кинжал. Да. Кто? Будем посильнее, так сказать, на линии. За счет леталити. Как тебя уже отучил Сантос бэкаться в плохих местах? Да я вроде не бэкался в таких местах. Был один разок. Был один разок? Да. Не помню такого. Как правильно отыгрывать сейчас? Принимаешь Я пачку. с рекенами не понимаю, что делать. Не идешь трейдиться сейчас. Твоя сейчас самая главная задача принять вот эту здоровую пачку. Ты не хочешь умирать, потому что если ты умрешь и потеряешь эту пачку, то будет очень плохо. Ты хочешь сейчас потратить сначала рут-пушку, а потом сюрикены. Тележку надо набить. Окей. Сначала пачка, потом все остальное. То есть, если даже сейчас люкса пойдет трейдиться, только когда останется там 1-2 крипчика, то тогда можешь помогать им. Твой приоритет сначала быть сильным, а потом уже помогать команде. Если, если ты не уверен в том, Не что стоит твоя команда делает, под ульту оставить. я думаю, нет. Я думаю, что если люкса попадет своей пушкой, и ты начнешь Сюрикены? крутиться, да, с красной пушки, на стаке сюрикена, вы убьете их вообще без шансов. Ультовать какой? Если ты чувствуешь опасность, то красный, если вы прям хард лоните, то беленький. Подойди немного к Ксяну, сейчас будет кошку кидать. Можешь бить его, это сильнее, чем он. Окей. Почти. Ну смотри, белая пушка, ее самая большая сила заключается, когда ты находишься близко к врагу, потому что чем ближе враг, по которому ты стреляешь с белой пушки, тем быстрее она к тебе возвращается, то есть у тебя очень большой атак спид. Плюс у нее много дэмэджа, если у тебя их много, если ты их настакал. То есть у тебя самая сильная твоя комба. И там вторая люкса. Ты можешь аккуратненько будет бить. сейчас. Ну, пока пятый. Да, у него скоро будет ульта аккуратно. Ну, там фидл, у тебя есть скачок, если что. У него ульты нет. У него нет ульты, да. Но у него есть... У меня есть... я могу пушку оставить. Правда, она кончится патроны сразу. Смотри, когда остается мало патронов, лучше потратить пушку. Я Потому что понял, если да, ты что в она не файте переключилась. ее дашь, вы сейчас 1 на 1. Я думаю, ты сейчас сильнее, чем она. Ты можешь ее аккуратненько бить со снайперки. За тележку можешь поагрессировать, попытаться ей не дать. Она должна тебя бояться. Она кушку будет кидать сейчас к тележку. Пытаюсь подальше отвести. Да. И бей ее, бей, она без слыша. Слыша? Окей. У тебя Вега? Ничего. Да, я тебе скажу. Я совсем неправильно сыграл. Мы в Кракен пока просто идем. Сюда. Кракен, Мы да? в Кракен, да. Так можно ли через Дали сыграть? Нункривер. Не, все окей. Если... Покупаем? Да, покупаем. Мы так и не поставили еще пока ни одного пинка. Так сказать, держим в инвентаре. У меня есть У Калиста Йоны. есть ульта. Тут Йона у меня. Ну, у Калиста есть ульта. Кейн играет по Люсе. Ты можешь по Калисту. Пока не руть, просто бей. То есть ты хотел вообще до конца задержать, да? Ну, скажем так, тебе нужно рутить под что-то. Я просто думал, что я сейчас двоих заручу, и мы сыграем по ним. Понял. Моя ошибка. Сори. Все, файн. Так, мы продали пинг, точно кирку. В начале дэмэдж, потом криты. Всегда. Криты — это не самый полезный стат, особенно в начале. Я вот этому сам учусь. Тебе нужно всегда использовать свои способности для чего-то. Ну, то есть ты нажал рут-пушку для чего? Для того, чтобы, не знаю, подстапить под какую-то обилку своих союзников, либо чтобы настакивать конкурер. Все время для чего-то. У тебя нет такого, что ты нажал ее просто для того, чтобы нажать. Потому что в итоге, если ты будешь нажимать обилки просто так, у тебя в итоге закончится мана, ты что-то не сможешь юзнуть, когда тебе нужно будет это юзнуть. Ну, да, нужно думать перед тем, как ты что-то делаешь. Мы пока ждем наш скачок, особо не агрессируем. Ну и фоллоуапим нашу люксу, если она вдруг попала кушкой. Вега уже какое-то время назад был на топе, скорее всего, сейчас он в боте. Я его поставил в арте, да. Отлично. Шикарно. И слоу-пушим. У тебя сейчас очень сильный спайк. Очень сильный. У тебя кракен, во-первых. Во-вторых, у тебя еще при этом есть зазубренный кинжал. Ты сейчас очень сильный. Если ты правильно разыграешь, ты можешь даже 1-2, я думаю, бахнуть. Звучит приятно. Звучит приятно, да?
Мне кажется, что ты красненькой, ну, типа, начинаешь с красненькой, чтобы у тебя была скорость передвижения, и ты стакал конкурер. Вот сейчас по фидлу можешь дать, я не знаю, условную одну автоатаку и красненько начинать. У него нет фера. Отхилься, пока плоточку нажми. Да. Мы не видели ничего. Да, я думаю, я добью. То есть они у меня Йона заходят, и при этом они вот здесь страфуют, а они уходят. Вон уходят. Мы пушим пачку. Да, всё правильно. Переключайся на беленькую, чтобы быстрее пушить. Вон он. Вон он улетит. Хорошо. Сейчас по ним будет. Флешнуть. Окей, окей. А, мы тут это не наш. Это не наш. Понял, я лоханулся. Но, в принципе, было бы неплохо, если бы бренда не было, думаю, ты бы их бахнул. Идея была правильная. ХП мало. Флешнуть ульту Калисты и потом начать их дамажить. Идея была правильная. Так что я думаю, что все хорошо. Next time, когда у нас будут самонеры, мы их бахнем. Есть смысл волков там делать по дороге? Ну, в принципе, когда... Да, И не стоит мне уже команде как-то двигаться? Или просто ты фармить? достаточно сильный, но просто, скажем так, что к твоей команде делать? У тебя листник находится сверху, вон, видишь? И, условно, если их листник находится здесь, аккуратно, видишь, я как Да, вижу. просто пушим пачку. Это файн, она не будет давать тебе пушить. Есть смысл не подраться? Я думаю, нет. Можешь в команде аккуратненько, окей. Ну так, потюкай ее снайперкой. Только аккуратно, у тебя там команда сильно проиграла. Ты сейчас не хочешь трейдиться, потому что ты виксайдер. Ну, то есть тебе не хочется... Я могу сюда подойти? Да, можешь. Ну, вот здесь пинг поставишь, ты не видел, что я иду. Уходи, это плохая атака. Наша самая главная задача — это искать фарм Окей. на карте. Если мы понимаем, что сначала мы можем зафармить пачки, если пачек нету, он, конечно, это не самый хороший Надо было человек. кейсу, конечно, брать для этого. Для всего. Что-то на Йонке тяжело слишком. На Офелии. Ой, на Офелии, да. Но он такой... Мне приходится думать про пианино, прежде чем они на твои эти Ну, советы. на самом деле, мне кажется, что Офелия это, он непростой, это точно, но он не такой сложный, как все думают. Не идите Т1. Он не такой сложный, у него не особо много комбинаций по типу, если у тебя красное и белое, то ты силен в 1 на 1, просто нажимаешь красненькую, бежишь чуваков, а потом кидаешь в них сюрикены. Если у тебя есть синяя и, не знаю, там условно рут-пушка, то ты можешь помочь команде хорошо подраться контролем и потом дамаджем. Ну, то есть каждая пушка, у нее есть свои функции, да, условные. И в зависимости от того, какие у тебя пушки, ты приблизительно понимаешь, какие функции у тебя есть. Красная и белая — это агрессивные пушки в миле. Но у красной есть еще возможность выживаемости. Приблизительно так же с фиолетовой. У нее есть возможность играть агрессивно, заходить, давать автоатаку, рутить. А есть на отступление, наоборот. Вот ты видишь, что по тебе играют, ты дал автоатаку, зарутил, пытаешься убежать. Потрать фиолетовую пушку. Можешь утонуть? Нет, имеется в виду вообще, в принципе, трать ее, потому что... Окей, вот твоя возможность. Хорошо. Гуд. Фиолетовенький. Да, понял. Хотя можно и ту уже тоже Ну, застрелять. можно застрелять, но у тебя же есть определенный ордер. Ну, то есть, если ты первым потратишь сюрикен, то у тебя потом опять-таки будет сюрикен в определенной последовательности. Это Понял, не одна знаю. из важных штук на Фелиосе. Ну, чтобы у тебя не получилось, не знаю, к примеру, красное и зеленое вместе. Потому что вместе они достаточно слабые. Она без скачка. Так, там этот идет чел. Но он достаточно слабый. В том плане, что у него мало хп. Да, конечно, с монитором немного неудобно. Маловат. Не бойся, бей. Все, уходи. Мы на шорб вообще могли бы сделать. Только аккуратно. Ага. Аккуратно со станом бренда. Это самое важное, что нужно запомнить. Окей. Давайте, зараза, блин. Флэш. Найс. ВП. По бренду. Q. Хорошо. ВП. Ай, я же вроде доджил. Еще Йона, оказывается, умер.
Как Беру? говорится, да, да. И ВЕ. ВЕ. Ну, в грани бесконечности. Есть очень большое заблуждение по поводу Офелиуса. Я не знаю, почему его считают супер хай рейнджом. Это не так. У него рейндж всего лишь 550. И только со снайперкой у тебя становится большой рейндж. Если ты боишься подходить, то ты можешь просто со снайперки стрелять, потому что вот у тебя была снайперка и огнеметик. И ты по бренду стрелял со снайперки, видел, он тебе, по сути, не мог по тебе кинуть свои способности, а к Вега ты начал подходить в мили практически. Для того, чтобы пострелять по нему с огнеметика. Что делать не надо. Если тебе страшно, всегда держись на расстоянии. А вроде твои берут на шару, нет? Угу. Надо помочь. Друзьям. Потрать сначала синий, чтобы у тебя были сюрикены с красным. Красненько раскручиваешься, и потом начинаешь с беленькой. Беленькую. Подходи ближе. А, не, забей, не подходи ближе. Что-то один Вега всех убил. Отходи. Ты не поможешь ему. Окей. Ух. Я думал, что там их побольше будет. Извиняюсь. Бежим. Только аккуратно, не особо... Или он ни на кого не попасть тут. Ну да. Я думаю, он Те, умрет. кто может быть. Ты убиваешь Калисту, кстати. Только не... можешь потихоньку подходить, но аккуратненько. Еще одна авто. Окей. Рут по нему. Мгм. Найс. Смотри, пока человек находится в рейнже твоей автоатаки со снайперки, можешь не кидать обилку. Потому что ты пока ее кастанешь, Да. пока полетит пуля, это какое-то время. Это лучше даже 2 автоатаки, которые нанесут там 1000 урона условно. У тебя итем на базе, можешь ресетнуть. Готовишься? У нас и я покупаем QSS еще. Имеется в виду, выходим в кушак. Угу. Все, бери швагер в руки. Зачем? Бери. Буду плохо играть, будешь пить. А до этого ты хорошо играл? До этого я разминался, я раскликивался. Так, я смотрю, тогда без подсказки, правильно? Не, почему сказать? Ну, если я факаплю, Ты же раскликался. просто бей. Ну, я что не знаю, как играть. Теперь я хотя бы кнопки могу жать. Смотрю. И советую, Саш. Так, могу ультануть, на самом деле? Смотри, можешь ультануть, но твоя задача стоять немного позади тебя. Ты не имеешь права стоять спереди. Понял. Ударнуть? Но не достанет, Или к они так? сожалению. Смогут что-то сделать. Аккуратно только. Вот подходи и можешь ультануть фиолетовый. Хорошо. У тебя есть еще скачок, так что аккуратненько можешь стрелять по фидлу. Хорошо. Почти. Почти хорошо. Всё, бей. Не знаю, мне понравилось, я не буду бить. В лейте, когда у тебя уже 2-3 предмета, не трать так синюю пушку. Потому что твои 10 патронов в ней намного важнее, чем когда ты, так вот просто нажмешь один раз обилку. Окей. Синяя пушка в лейте, она самая-самая главная. Ее, максимально тратить на обычные автоатаки. Могу здесь прятаться. Ты такой себе траппер. Ну, подъемы там. Можешь поискать, если не пойдут дальше. Аккуратно фидл летит. Пушку потратить. Его здесь вообще нет, еще и не надо было бежать прям. Наверное. Помнишь, о чем я говорил? Ты не можешь быть впереди команды. Да. Хожу. Ты можешь использовать пушки для двух, очевидных вещей. Первое — это автоатачить. Второе — это для того, чтобы обилки взять. Вот ты сейчас хочешь зарутить Зрила. Хорошо. Окей, его относительно неплохо продамажить. Фидл флэш, можешь бить его. У него еще Жоня будет, но... Ставить турку, хорошо. У меня ульты нет, еще Я боюсь думаю, пока не подходи, просто пуш клипов. Я боюсь, что игра закончится очень быстро. Не, все нормально, ты отпушишь клипов. Если бы ты побежал бы и Можешь тоже пойти был... с Грейвосом туда? Но если он не идет, то ты тоже не идешь. Ты можешь его попингануть, чтобы он пошел, но не обязательно пойдет. Если он не идет, то ты постараешься максимально аккуратно вот это вот отпушить и Что убегать. следующим? Поставь турку под себя. Я думал, я прям ее ваншотну. Ты ее не ваншотишь. Пытаться собирать?
Кушак? Или Нет. лучше вот это? Не, лучше продайте этот самый Даран и Продам. начать собирать с этого самого кровопийцу с вампирик скипетра. Понял. Аккуратненько, он может впрыгнуть в тебя. Если там буду, если, скажем так, можешь попробовать оставить свою синюю ульту под Йоны, если ты видишь, он хорошо, вот, ну, окей, он плохо заультил. Но стоит все равно. Просто от атаки, да, по количеству. Флэш, хорошо. Ну, блин, была бы красная, конечно. ГГ. Не надо было брать Кайсу. Дравдив, Кайсу я просто бы дравдив. разнес бы. Да вообще, без шансов. Так, ну основу примерно я понял. Главная основа — брать чемпиона, которого тебе будет комфортно играть. Да, это главная основа. Так, ну что там с уроном? Все, покедово все. Я свое дело сделал. Конкретно я и сделал свое дело. Домажил. Какие даже 3 совета основные? Адаптируйтесь под своего саппорта. Больше он влияет на линию, чем вы, но вы можете изменить свой геймплей. Вы не сможете изменить свой саппорт, но сможете изменить свой геймплей. Понимаете, когда вы сильны, и с этого момента начинаете двигаться команде, помогать ей, ведь вы основной урон. И когда заходите играть, то думайте не о том, что самое главное выиграть, а самое главное стать лучше, чтобы потом побеждать. Хорошо. Спасибо, ребят. Спасибо, что Что смотрели. смотрели. Да. Давайте. Всем пока. Да.